В воскресенье 7 апреля прошла переигровка финала TOF Dream Team. Обоих предыдущих финалистов дисквалифицировали за участие в их командах клановых игроков, и за победу сразились команды, до этого игравшие бой за третье место – Wild Rush и Incarnation. В первом бою победу по пенальти одержали Wild Rush, и тем удивительнее стало начало первого раунда, когда Incarnation повели в счете за слабую сторону. Первый бой в целом проходит довольно вяло, внимание заслуживает лишь один эпизод. На 6-й минуте первого раунда огнеметчик Incarnation Артемио собирает весь попавшийся по дороге дроп и попадает на базу противника, которая именно в этот момент оказывается совершенно пустой. Не дожидаясь возвращения хозяев, Артемио бросается напрямик через центр карты и ставит флаг за 16 секунд. Во втором бою игроки постепенно активизируются, пока команда Wild Rush отстреливает игроков противника на своей базе. Артемио на нитре, не задев никого и не получив ни одного попадания, красиво уносит флаг под стены своей базы. Уже там ему не удается справиться со скоростью Васпа на повороте. Три игрока его команды безуспешно пытаются не упустить флаг. Wild Rush успевает подтянуться до самоуничтожения Артемия и уничтожить танки Incarnation. С другой стороны карты игрок Wild Rush отбирает флаг у Incarnation. Никто из защитников не успевает вовремя выдвинуться на перехват. Wild Rush сравнивают счет по раундам. Следующий флаг позволяет Incarnation вновь вырваться вперед. Терминатор с приличным набором расходников, улучив момент, вывозит флаг с полупустой базы Incarnation и практически без препятствий ставит флаг. Wild Rush совершают ошибку, оставшись в бою вчетвером. Артемио пользуется этой ошибкой и увозит флаг навстречу союзным танкам. Игроки Wild Rush стараются реабилитироваться и перехватить флагоносца, но ценное время потеряно еще на респауне. По результатам боя в формате Medium Incarnation находится впереди с 3 флагами против одного флага Wild Rush. Второй бой проходит в формате Light уже в самом начале танкист Вано, вовремя сбив прицел рельсы противника, добирается до флага Incarnation с полным здоровьем. Подобрав нитру, флаг, собрав 2 рельсы от защитником и чудом увернувшись от третьей, он проскакивает в центральную часть карты. Wild Rush прячет флаг за домом напротив их базы и старается передать его с нижнего на верхний уровень. Эти попытки заканчиваются переворотом флагоносцем. Wild Rush приходится импровизировать и оттеснять перехватчиков противника от флага. Чуть не потеряв еще один танк переворотом, команда все же довозит флаг. Вано под двойным уроном зачищает базу Incarnation, а флаг подбирает Вал-86, но флаг Wild Rush в этот же самый момент едет через центр карты. Удачно для Wild Rush флагоносец Красотка совершает ошибку и начинает атаковать танк перехвата, вместо того, чтобы выбрать безопасный маршрут. Задержавшись на секунду, Красотка теряет флаг, Wild Rush же сравнивает общий счет. К концу раунда становится очевидно, что в этом формате Wild Rush на голову превосходит своего противника. Эпизод начинается с увоза игроками Incarnation под первый подобранный голд игроком Moziman. Хороший увоз и хорошая поддержка команды, вот только игрок Wild Rush Вано на полном наборе расходников под носом у всей команды Incarnation вырывает флаг. К тому моменту, как он добирается до своей базы, танки Wild Rush перехватывают синего флагоносца и нейтрализуют потенциальный размен флагами. Обнаружив себя в большинстве на базе противника, игроки Wild Rush берут флаг еще раз и увозят его по центру. Incarnation вовремя догоняют флагоносца, вот только ничего не успевают сделать. Несколько очень точных рельс от Wild Rush, и разрыв в счете становится заявкой на уверенную победу. Последний раунд этой игры начинается с выпадения второго голда, который подбирает тот же игрок Moziman. После этого обе команды начинают выкладываться в бою изо всех сил. Обязательно пересмотрите этот раунд в архиве трансляций. Игрок «Не матерись» на нитре грамотно врывается на базу противника, когда там только один защитник, который его даже не видит. Встречная смока противника вынуждает его изменить траекторию увоза. Флагоносец снова оказывается за домиком напротив красной базы. Двигаться вперед он не может, там 3 танка противника. Двигаться назад также возможности нет, там все еще догоняют вражеские танки. Incarnation стараются повторить прием Wild Rush, передав флаг на уровень вверх новому флагоносцу. На этот раз передачу удается закончить без переворотов. Incarnation сокращает отрыв по флагам. Флаги начинают двигаться по карте настолько часто, что понять, где чья база, становится сложным. Вано на последних очках здоровья успевает уйти с базы противника, как раз когда вражеский флагоносец перехвачен в центре. Добравшись до своей базы, флагоносец Wild Rush не обнаруживает там флага, но встречает танки противника. Имея преимущество в расходниках, Incarnation ловит высунувшегося флагоносца и возвращает флаг, немедленно получая еще одно очко от флагоносца на своей базе. После еще нескольких неудачных попыток обеих команд поставить флаг, Dangerous Boy на расходниках выбирается с базы противника на центр карты. Игроки Incarnation совершенно не успевают сориентироваться, Wild Rush ставит флаг, снова получая преимущество в 1 флаг над противником. Команды фактически обмениваются базами, находясь почти полными составами на базах противников. Оба флага оказываются в центре карты и очень быстро лишаются своих флагоносцев. Первыми вернуть флаг удается Wild Rush. Танки Incarnation уже догоняют свой флаг и почти подбирают его, но все портит выстрел Cool Lady, он же Жорик, обрывающий жизнь танку Incarnation в каких-то сантиметрах от возврата своего флага. Wild Rush увеличивают разрыв.
Пока команды ожесточенно дерутся за флаги, на карту падает уже третий голд в этом бою. И снова этот голд подбирает Мозимен, который как будто следит одним глазом за точкой выпадения золотого ящика. Четвертый голд падает уже через полминуты после предыдущего и становится очень большой неожиданностью. Настолько большой, что комментаторы даже не успевают заметить еще один флаг, который приносит вал 86. Четвертый голд в этом бою Мозимен подобрать уже не успевает, оставив его своему сокоманднику. Хоть какое-то утешение для команды Incarnation, потому как преимущество Wild Rush по флагам становится неоспоримым. Но Wild Rush все мало, еще один флаг приносит своей команде Cool Lady, выполнив очень красивый и быстрый увоз флага. Incarnation не падают духом до последнего, на встречных траекториях в центре карты встречаются два флагоносца. Incarnation срабатывает четко, подбивая флагоносца противника и блокируя преследователей. Последний флаг в финальном бою приносит Incarnation, но Wild Rush одерживают убедительную победу в интереснейшей игре и получают клановую лицензию.